Здравствуйте, друзья! Согласитесь, как же приятно после долгой холодной зимы приехать в свой сад и вместо снега и голой земли увидеть первые весенние цветы. Наверное, поэтому нежные очаровательные первоцветы так дороги нам своей скромной красотой, невероятной стойкостью к капризам весенней погоды и нежным ароматом. Сегодняшнее видео о раннецветущих многолетниках, которые зацветают в то время, когда сад только начинает просыпаться от долгого зимнего сна. Уверена, что мой список растений вы дополните другими цветами, которые цветут ранней весной. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях. Мало кто не знаком с первыми вестниками весны, которые настойчиво пробиваются даже сквозь снег, очаровательными подснежниками. Эти нежные на вид цветы проявляют завидную стойкость. В отличие от многих цветов, галантусы не боятся перепадов температур и даже весенних морозов. В Англии этот первоцвет называют снежной капелькой, а французы присвоили ему название снежный колокольчик. Цветы подснежника всегда склоняются вниз, но растут они не по отдельности, а небольшими полянами, что смотрится очень красиво. Сроки цветения зависят от региона произрастания. Например, в Южной и Центральной Европе этот цветок распускается уже в декабре-январе. Такой же ранний и стойкий к холодам – это морозник. В средней полосе его цветы можно обнаружить буквально под снегом в самом начале весны. Опять же, в Центральной Европе и на юге они зацветают уже в декабре. Это очень красивый и неприхотливый многолетник, среди которого есть самые разные сорта по окраске и форме цветов. Особо красивые махровые морозники. Более подробно об этом растении вы можете узнать из моего видео, ссылку на которое я оставлю в описании под этим роликом. Очень нежный цветок, который часто путают с подснежником, это белоцветник. Его маленькие колокольчики отличаются желто-зелеными пятнышками на концах лепестков. К тому же зацветает он намного позже подснежника, примерно в апреле, и цветет около месяца. Еще один очаровательный первоцвет – это пролеска. Этот симпатичный луковичный многолетник разрастается небольшими группами из голубых, белых, розовых или фиолетовых цветов. Интересно, что ранее его относили к семейству гиацинтовые, теперь же он причислен к семье спаржевых. Яркие колокольчики пролески не боятся непогоды и хорошо адаптируются к разным условиям. Это очень неприхотливое и устойчивое к болезням растение, которое радует своим эффектным цветением около 2-3 недель. Любимцем многих садоводов является еще один первоцвет – это сон-трава или прострел. Данный многолетник поражает своей стойкостью, неприхотливостью и разнообразием ярких окрасок. Встречаются даже махровые формы. Прострел нетребователен к качеству почвы и станет расти даже на песчаных грунтах. Однако он не терпит постоянное переувлажнение в зоне корней, поэтому его лучше высаживать на горках или склонах, где не станет застаиваться влага. Лидером среди первоцветов по праву считается крокус. Это многолетнее луковичное растение может расти на одном месте не менее 5 лет. Хорошо разрастается и никакого особого ухода не требует. Единственное, чтобы его луковички не подгрызали вредители и грызуны. Крокусы лучше высаживать в специальные пластиковые корзинки. Кстати, среди крокусов есть виды, которые цветут в осеннее время. Немного позже, то есть в апреле, зацветает печеночница. Это очень красивый цветок, среди которого есть простые и махровые формы и всевозможные окраски. Низкорослая печеночница разрастается целыми полянками, преображая своими цветами голую землю. Ее мелкие, но привлекательные цветы, словно самоцветы, легко украсят любой уголок сада. Печеночница отлично растет под деревьями и в небольшом притенении. Друзья, хочу попросить вас дополнить мой список другими весенними цветами. Какие еще первоцветы вы можете посоветовать? Большое спасибо вам за ваши советы, лайки и комментарии. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Настоящим украшением весеннего сада является сангвинария. Этот цветок по своей красоте часто сравнивают с водяными лилиями. Первые цветы начинают распускаться еще до появления листьев, сразу с таянием снежного покрова. У этого многолетника есть простые и махровые формы. Невероятно красивая сангвинария канадская, сорта Фло Плена. Это без преувеличений настоящая жемчужина среди цветов. Сангвинария способна цвести даже в тенистых местах. Она очень выносливая и зимостойкая. Без укрытия выносит морозы до минус 34 градусов и ниже. Хорошо разрастается, со временем образуя красивые полянки, но агрессором не является.
Советую вам обратить внимание на этот неприхотливый и невероятно красивый многолетник. А более подробно узнать про сангвинарию вы сможете из моего видео. Ссылку на него я оставлю в описании. Украсят голую землю весеннего сада ранее цветущие анимоны или ветреницы. Среди этого неприхотливого многолетника есть разные виды. Некоторые цветут с марта по май, но есть и те, что зацветают в летний период и даже с августа по октябрь. В отличие от цветущего осенью вереска, его ближайшая родственница Эрика распускает свои миниатюрные колокольчики с февраля по апрель, хотя есть виды, которые зацветают в мае и даже летом. Весной очень радуют полянки из ярких мускарей и хионодоксы. Если с мышиным гиацинтом знакомы почти все садоводы, то про красивую хионодоксу далеко не многие знают. Об этом замечательном луковичном многолетнике на моем канале есть отдельное видео. Посмотреть его вы сможете, перейдя по ссылке в описании к этому ролику. К таким же малоизвестным относятся растения под необычным названием брандушка или бульбакодиум. Этот бесстебельный луковичный многолетник в более южных садах зацветает уже в феврале. В средней полосе брандушка цветет в начале весны. Из одной луковицы бульбакодиума распускается по 2-4 восхитительных на вид и запах цветка. Если вы любитель всего нового и необычного, приобретите в свою цветочную коллекцию этот красивый и неприхотливый ароматный первоцвет. А вот с этими весенними цветами знакомы все. Их часто продают в букетах и даже в горшочках на подарок. Это гиацинты и нарциссы. Их яркие и привлекающие внимание цветы способны украсить любой цветник. Восхищает не только их красота, но и потрясающий аромат, который напоминает запах дорогого парфюма. Гиацинты и нарциссы особо эффектно смотрятся в групповой посадке. Они также составят удачную компанию многим весенне-цветущим культурам. Из ранних цветов можно посоветовать неприхотливый гусиный лук и пушкинию. Последнюю часто путают с пролеской, а гусиный лук еще называют желтым подснежником. Вид весеннего цветника преобразят яркие цветы примул. Среди этой красивой цветочной культуры существует самая разнообразная расцветка. Просто шикарные цветы у махровых примул. Особо модные и выносливые многолетние примулы сорта серии Беларина. Посмотреть о них видео можно будет, перейдя по ссылке, которую я оставлю в описании под этим роликом. Уже в марте начинает цвести неприхотливая хохлатка. Это не только красивое, но и малоуходное многолетнее растение, которое приживется даже в тенистых местах. Хохлатка устойчивая к морозам, капризам погоды и заболеваниям. С этим растением у вас точно не будет проблем, и с ним вполне справятся даже начинающие садоводы. Обратите внимание на такой яркий весенний цветок, как адонис. Его еще называют горецвет. У этого многолетника не только красивые яркие цветы желтой или красной окраски, но и декоративная перисто-рассеченная листва. Красочные ажурные кустики адониса легко украсят ваш сад. Однако стоит иметь в виду, что все части этого растения ядовитые. Своими ранними весенними цветами радуют мать-мачеха и калужница. В декоративном садоводстве часто используют более окультуренный вид – калужницу болотную. Зацветает она в апреле эффектными ярко-желтыми цветами. Этот зимостойкий многолетник очень влаголюбивый. Его можно выращивать даже вблизи водоемов и в притененных местах, например, под кронами деревьев. Есть калужницы, которые цветут в мае-июне. Очень красиво выглядят соцветия гиацинтоидеса, а к нему в компанию можно высадить яркий эрантис. Его желтые цветы раскрываются только на свету. В пасмурную погоду они закрыты и напоминают золотистые шарики. Очень выносливый и долгоцветущий вид – это эрантис зимний. Его первые цветы распускаются уже в самом начале весны, а в южных садах в феврале. Цветение длится по май и начало июня. Уже из-под снега пробивается вечно зеленая листва неприхотливого барвинка. Его ярко-синие или фиолетовые цветочки распускаются ближе к маю. И примерно в этот же период раскрывают свои очаровательные цветы теневыносливая медуница и яркий рябчик. Очень ценится в садоводстве декоративная разновидность, которая называется рябчик императорский. За необычный и пышный вид его еще называют райским деревом. Высота эффектных цветоносов этого многолетника может достигать 1 и даже 1,5 метров. Друзья, я уверена, что мой список вы дополните другими первоцветами, которые украсят весенний сад. Буду благодарна, если вы поделитесь своими знаниями в комментариях.
А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.